большинства людей иногда случаются запоры. Употребление слабительных может спровоцировать обезвоживание, повышенный кортизол отключает ЖКТ, клетчатка может усугубить весь процесс, начинает там бродить и вызывает газы и запоры. Многие утверждают, что молочные продукты, красное мясо, хлеб или шоколад вызывают запор. Однако отказ от них вряд ли может помочь справиться с этой проблемой. Иногда в случае запора людям приходится прибегать к помощи слабительных средств. Но это не выход из положения. Мы должны в первую очередь разобраться с причиной, а не бороться с симптомами. Меня зовут Влад, вы на моем канале Питание Про. Здесь все просто и понятно о питании и похудении не только. Итак, погнали. Вообще, если говорить честно, у большинства людей иногда случаются запоры. Но это не повод бить тревогу. Если же это происходит систематически, то необходимо обратить внимание на некоторые моменты. Мы пройдемся по основным из них. На сегодняшний день нет данных, доказывающих, что какая-либо пища вызывает запор. А продукты, которые осуждают, скорее всего являются просто дополнением к более важным причинам. Причина номер один – вы едите недостаточно клетчатки. Клетчатка играет важнейшую роль в пищеварении. Она помогает удерживать воду в пищевом комке и, соответственно, упрощает продвижение стула по кишечнику. Вы можете получить ее из отрубей, бобовых, цельнозерновых, фруктов и овощей. Особенно могут быть полезны черносливы, яблоки и груши, так как они содержат сахарный спирт сорбитол, который обладает естественным слабительным эффектом. Поэтому постарайтесь набирать около 25 граммов клетчатки в день, если вы женщина, или 35-40 граммов, если вы мужчина. Следующая причина напрямую связана с предыдущей. Вы пьете недостаточно воды. Клетчатка может усугубить весь процесс, если вы не будете потреблять достаточно жидкости. Поэтому старайтесь пить воду понемногу в течение дня. Разговоры о том, что нужно пить исключительно чистую воду, а все остальные жидкости не в счет, не являются истиной. Любые напитки без сахара, а также любая жидкая пища тоже подойдут. То же самое касается необходимости выпивать определенный объем воды в сутки. Чтобы определить, на самом деле хватает ли вам воды, ориентируйтесь на цвет вашей мочи. Если вы видите ярко-желтые или более темные цвета, то вам необходимо увеличить потребление жидкости. А если же цвет ближе к бледно-желтому, то вы все делаете правильно. Поехали дальше. Причина номер 3. Вы недостаточно двигаетесь. Двигательная активность помогает убить сразу двух зайцев. Во-первых, ходьба или тренировки помогают в целом стимулировать ваш ЖКТ, и тем самым организм может легче продвигать переваренную пищу по кишечнику. Во-вторых, если вы часто гуляете, то помогаете снизить ваш уровень стресса путем воздействия отрицательных ионов. Эти ионы помогают уменьшить уровень стрессового гормона кортизола. Кортизол, в свою очередь, подавляет приток крови к ЖКТ и не дает ему нормально функционировать. А недостаток движения в кишечнике является основной проблемой при запорах. Поэтому, если хотите стимулировать ваш ЖКТ, то побольше двигайтесь. О том, как можно легко добавить активности в ваш день, я написал в своем телеграм-канале, найдете по ссылке. Теперь поговорим о менее очевидных, но не менее важных причинах запора. Причина номер 4. Вы слишком часто едите. Когда вы употребляете пищу каждые пару часов или просто перекусываете постоянно в течение дня, вы подавляете очень важный процесс в организме под названием мигрирующий моторный комплекс или ММК. Эта система представляет собой серию сокращений в ЖКТ, которые начинаются в нижней части желудка и заканчиваются в тонкой кишке. Они помогают физически вытолкнуть оставшиеся пищевые бактерии в толстый кишечник, а также стимулируют секрецию поджелудочной железы и желчи, чтобы помочь вывести остатки пищи из тонкой кишки. Правильно говорится желчи, не желчи. ММК запускается после приема пищи и тормозится во время еды. Так что если вы едите, пока этот процесс выполняется, а он занимает около 4 часов, вы останавливаете всю работу на полпути. И когда вы это делаете, вы оставляете бактерии и пищу в тонком кишечнике, которая начинает там бродить и вызывает газы и запоры. Подробнее об этом напишу в телеграм-канале. Итак, вывод. Важно стремиться делать как можно более длительные перерывы между приемами пищи. Следующая причина – вы находитесь в стрессе. Это могут быть как эмоциональный, так и физический стресс от большого количества работы или других нагрузок. Также возможен стресс от окружающей среды, например, воздействие различных вредных продуктов на организм из воздуха. Все это вызывает повышение уровня кортизола. И как я уже говорил ранее, повышенный кортизол отключает ЖКТ, что может приводить к запорам. Конечно, мы не всегда можем контролировать уровень стресса в нашей жизни, но попытавшись снизить его хотя бы путем дополнительных прогулок в течение дня, мы можем помочь
нашему кишечнику работать эффективнее. Причина номер 6. Вы плохо спите. Недостаточный или некачественный сон повышает уровень все того же кортизола на следующий день. Чтобы этого избежать, вам нужно задуматься о гигиене вашего сна. Существует много различных способов улучшить ваш сон, об этом я сниму отдельное видео. Но основные моменты — это избегание источников кофеина во второй половине дня и снижение использования смартфонов, компьютеров и телевизоров хотя бы за час до засыпания. Они подавляют выработку гормона сна мелатонина путем воздействия синего света и снижают качество вашего сна. Следует упомянуть о слабительных средствах. Вам следует воздерживаться от их приема, так как негативные последствия могут перевешивать всю их пользу. Конечно, разовое применение в крайнем случае допустимо, но все же рекомендуется проконсультироваться с врачом по этому вопросу. Потому что систематическое употребление слабительных может спровоцировать обезвоживание и чрезмерную потерю важных для здоровья электролитов, а также привести к вздутию живота и даже к увеличению веса. Запор очень деликатная, но в то же время неприятная тема. Напишите в комментариях, если когда-либо сталкивались с ней. В описании к ролику есть ссылка на мой телеграм-канал. Там вы можете связаться со мной по вопросам питания, а также найти контент, которого нет на YouTube. А мы с вами встретимся в следующем видео. Пока!